Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Скорпион. Таро прогноз на ноябрь. События ноября, которые скоро, а возможно и неожиданно, придут в вашу жизнь, ну или на ваш порог. Чего вы не видите, чего вы пока не знаете или о чем не подозреваете, а это случится, или каким-то образом окажет влияние на вашу жизнь. Давайте узнаем. И первая колода карт – 78 дверей. Открытые двери, закрытые, каков ключ? Давайте с вами узнаем. Это как потоковая информация. 3 знака судьбы и 3 карты. Что вам нужно услышать? Или, может быть, как сферы жизни, в которых вам доведется принимать важные решения. Итак, 3 карты, 3 знака для Скорпиона на ноябрь. В какую сторону нас тут сориентируют карты? И на второй колоде колесо года, цикличность. Все имеет причину и следствие. Мы с вами продолжим. Позволим картам, не задаем опять же вопросов, позволим картам сказать нам что-то очень важное, что нужно услышать. С позиции, что скрыто, чего мы опять же пока не видим и не знаем. А это случится или произойдет. Мы с вами просто достанем 6 карт, мои дорогие. С чем будут связаны события ноября? События, по сути дела, ближайшего времени. Ноябрь уже не за горами. Это случится совсем скоро, мои дорогие. Возможно, и вы будете какие-то решения такие судьбоносные принимать. На этом мы пока остановимся, а после добавим с вами карты. К чему это все идет, узнаем. Как это все обернется или для чего нам было это все нужно. Итак, первый знак судьбы, ну, время каких-то рациональных решений. Может быть, это где-то граничит и с вашей мечтой, и намерениями, но тогда это нужно переложить на те реалии, которые есть. Может быть, для кого-то из вас это будет необходимость, когда мы отправляемся в инстанции, к юристам, к адвокатам, отчасти и к людям, которые умеют что-то делать хорошо, правильно, иными словами, узким специалистам. Потому что мы должны прояснить, как это сделать красиво. Именно и грамотно, может быть, по закону, или какую-то ситуацию прояснить. Вот вы будете что-то прояснять. И с одной стороны, есть какие-то желания, воспоминания, а с другой стороны, есть реальность. Вот вам нужно, видимо, какую-то свою либо мечту, либо намерение, или то, что вы хотите сделать, понимаете? Не оставить без внимания, самое главное. Карта может говорить, что у тебя как раз, Скорпион, сейчас время, то, что ты думал прежде, или то, что ты предполагал. Уложить это в реальную плоскость, мои дорогие. Вот такой вот знак судьбы. И ведь королева мечей – это карта независимого человека, но продуманных действий, когда надеемся мы сами на себя и какую-то свою стратегию отстраиваем на потом. Где-то сила интеллекта. Но вот рациональное решение, я сказала, то есть это то, что в нашей реальной жизни присутствует. Давайте откроем второй знак судьбы. А вот правда, все то, что я сказала, где-то мечта, цель, намерение – это ведь, ну, из разряда и эфемерного. То, что мы пока, ну, буквально потрогать с вами руками не можем, и тем не менее какая-то тайна. По верховной жрице слушайте, безусловно, свою интуицию. И если мы говорим, королева мечей – это всегда независимый человек. Верховная жрица – это тоже независимый человек. Но каким образом выстроить вашу последующую стратегию и тактику? Вот вам с чем-то придется определяться, мои дорогие. А я хочу достать дополнительную карту. Этого нам о чем? Хотя вы можете узнать какую-то тайну. То, которую вы, ну, от вас скрывали или была словно скрыта. Может быть, это вы сами до чего-то додумаетесь, сложите, да, в единый пазл ваши предположения и то, что есть в реальной жизни. И вот вы уже видите какую-то совершенно иную конфигурацию. А ведь и правда, смотрите, наблюдение карта. Конечно, Паш мечей о чем? О вести. То есть вестники пажи. Это может быть какая-то новость. Это может быть еще какая-то ваша, опять же, новая стратегия поведения, когда нужно перед тем, как действовать, что-то изучить или пронаблюдать. Пронаблюдать за каким-то человеком. Может быть, это у вас так складываются
ну, для кого-то из вас, да, когда дела, которые, может быть, перекликаются с вам знакомым, хорошо знакомым человеком, но открываются какие-то новые детали того или иного вопроса или того, что было когда-то, а вот теперь мы это видим в новом ракурсе. И опять же, нужно изучить, понять, как действовать, и вы буквально можете за кем-то наблюдать или искать недостающую информацию. Время аналитики. Время, ну, может быть, и быть хитрее. Ну, как-то так, на ноябрь. Ваше время вообще так вот, если мы в целом подведем, да, итог, вам это каким-то образом будет помогать. Я не исключаю, кстати, и того момента, что за вами кто-то тоже может наблюдать. С чем это связано? Ну вот смотрите, верховный жрец– это какая-то структура. И это может быть буквально с оформлением документа связано, получением какой-то новости и вашими дальнейшими шагами. Это может быть также связано с тем, что вы кому-то, ну, как заявление некоторое делаете или объявляете о чем-то. Сами вот эту стратегию, тактику для себя принимаете и кого-то оповещаете. Иногда может такое быть. То есть вы на что-то решились и кого-то поставили в известность. Ну, это для кого-то из вас вот такое может быть, потому что здесь как по судьбе у вас какая-то возможность, безусловно, в руках есть. И мы хотим упорядочить собственную жизнь. И значит, из жизни прошлой как будто, да, или из тех контактов, событий, то, что вам уже хорошо знакомо. Нам тоже, может быть, придется и от чего-то отказаться. Или когда вам самим уже что-то надоело, и вы понимаете бесперспективность. Или когда вы не хотите, когда, ну, на вас, может быть, даже где-то давит обстоятельства, обстановка или конкретный человек. Вы можете пытаться выйти из какой-то зависимости и, думая, как же это лучше обустроить. Вот какие-то судьбоносные решения вы будете тоже принимать. Вы можете узнать, ну, может быть, буквально какую-то информацию, которая даже через средства массовой информации, и она окажется судьбоносной, потому что вас подвигнет, опять же, пересмотреть многие свои планы, скорректировать какие-то планы. Вы тут сами захотите, я вижу так. Причем, мои дорогие скорпионы, так, чтобы себе не навредить. Вот я, по крайней мере, все эти карты именно так и вижу. Более того, это вы будете склонны, ну, или вы поймете, что, ну-ка, возьми, я тут буду, если буду открыт, как вот книга, да, которую, пожалуйста, всем начну что-то объяснять, или начну всем доказывать что-то, или начну упорствовать в каком-то своем видении правоты, я ничего не добьюсь. Поэтому вы можете принять решение, что это я теперь несколько закрываюсь от некоторых контактов, потому что я хочу себя обезопасить. Более того, я бы даже сказала, в этом определенный смысл вижу. А что это еще? Еще один паж. Может быть, в принципе, много информации, потому что два пажа. Сначала приходит одна, а потом приходит еще одна какая-то дополнительная информация. И вы видите уже для себя определенную стратегию, тактику, когда есть или поступает предложение. Может быть, это будет связано с работой, или это будет связано с вашими достижениями или дополнительной работой. Есть какой-то проект, это точно, который вы хотите осуществить. И для кого-то из вас это поиск тех людей, ну, как единомышленников, тоже может быть. Давайте откроем третий знак. Я-то думаю, что за путаница. Ну, правда, путаница. Вроде как, с одной стороны, по судьбе, с другой стороны, ну, явно тут не время что-то форсировать. И вот вам аркан Луна. А по Луне тысяча неопределенностей. И есть какие-то конкретные ориентиры, есть желания, есть поставленные цели, но как взаимодействовать, как достичь, пока непонятно. И если мы говорим по аркану Луна, вот есть какая-то сложилась обстановка, да? Она, с одной стороны, быстро не решится, потому что беременная девушка у нас прогуливается, да, я думаю, видно хорошо. Она прогуливается по берегу, как есть период ожидания, мы его не можем ускорить. Или события не можем ускорить, или решение какого-то вопроса. Мы вынуждены будем какое-то время ждать. Но все же в этой карте нам как будто говорят, что да, сохранять себя в первую очередь. Или сохранять все то, что вам дорого, любимо, придется. Почему?
Может быть, и будут какие-то спорные вопросы на уровне согласований. Два старших аркана. И, знаете, та ситуация, которую вот так вот запросто, одним махом точно не решишь. С одной стороны, безусловно, это какая-то возможность вам буквально идет в руки, можно сказать, или в вашу жизнь. Но ведь вот незадача. Нам как будто нужно попасть в эту башню, которая находится за дверью. Это прообраз Пизанской башни, которая, как известно, падает, и поначалу мы можем, ну, или какое-то дело, да, какое-то событие, что-то такое, о чем вы можете думать, а может быть, это вообще что-то несущественное, или вы можете, знаете, как событие какое-то расценивать, что, ну, это что-то, даже как мелочь. Вы можете чему-то не придать значения, а для вас это будет судьбоносно. Вам попасть в эту дверь почему? Потому что хоть и падает эта башня, мы знаем, что она веками стояла и еще столько же простоит. Вот точно, что вам кажется, ну, не, может быть, не очень важным, или то, что буквально, ну, как ворвалось в вашу жизнь или свалилось вам на голову. Я в хорошем смысле, мои дорогие, но момент неожиданности есть, и есть момент тайны, да, то есть то, что, может быть, даже хочется на первых порах вообще об этом не думать. А тем не менее, есть какая-то данность по судьбе, и вам этот вопрос нужно решить. Так вот, вам для того, чтобы попасть за эту дверь, страж двери хамелеон, придется договариваться с хамелеонами. И других вариантов нет, потому что сохранять что-то нужно. Еще не время выносить вердикты. Для кого-то из вас карта Луна будет говорить: сохраняй себя, избегай толпы, особенно когда верховная жрица. Вы действительно можете чего-то не видеть, какого-то последующего продолжения. Или обстановка настолько мутно непонятна, ведь это, по сути-то дела, как отблеск луны, лунная дорожка. Но выглянет солнце, все встанет на свои места. Но это будет не сразу, это какой-то период. Так вот, с учетом аркана Верховная Жрица, вы и сами можете хранить тайну, но вы можете еще и пытаться разобраться в каком-то вопросе. А может быть, к этому есть какие-то внешние, третьи силы, события, люди, когда вам придется, предстоит пройти каким-то узким фарватером, чтобы что-то сохранять, сохранять собственную тайну или собственную задумку, которую нужно выполнить рационально и при этом быть вот так вот, как хочется сказать, на стреме, или словно, ну, занять такую позицию, когда вам видно все, а вы как будто под шапкой-невидимкой. Может быть и так, мои дорогие. Хотя я должна сказать, такое сочетание с учетом аркана Луна, мои дорогие девочки. Может быть ситуация, вы ждете ребенка. Для кого это, соответственно, и по возрасту, ну и по намеченным целям, скажем так. Хотя и для вас, мои дорогие мужчины, ваша любимая женщина ждет ребенка от вас. Такое я тоже допускаю. Почему нет? Ну, то есть у каждого здесь что-то свое будет определенно. Давайте будем открывать следующие карты, тоже их 6. Так чего же вы не знаете, чего вы не видите, принцесса мечей? Ну, точно сохранять себя нужно. Прообразы принцессы мечей — Медуза Горгона, которая, как известно из мифа, пострадала от своей доверчивости и наивности. Вам придется в течение ноября словно менять микроскоп на бинокль, но здесь у нас подзорная труба. Видеть и вблизи, и вдали. Опять же, реальность. Посмотрите, мои дорогие. Давайте мы посмотрим, что же еще. Еще одна карта. Ожидание. Очень символично, что женщина-то тоже ждет ребенка. Может быть, это какая-то тема, понятно, не связанная с беременностью. Все же мы все разные, возраст разный. Но, значит, есть какой-то вопрос у вас, мои дорогие скорпионы, к которому, знаете, с каким-то тонким подходом нужно подходить, что-то продумывать, дополнительную информацию искать. Он может быть решен. Может быть, какая-то многоходовочка запутанная, которую быстро не решишь, но решить таки можно альтернативным путем, мои дорогие. Но не быстро, это точно. Правда, тут может быть, да, знаете, по королю мечей это у нас проходят либо какие-то инстанции, может быть, это вы будете иметь дело, кстати, с людьми, которые наделены властью, сферой какой-то,
ну, как влияние или длинные руки, мы говорим, да, буквально и чиновник может быть, иногда проходят люди в погонах, иногда это люди, которые носят форму. Форма бывает тоже самая разная, включая врачей, а для кого-то из вас у нас королева мечей и король мечей. И неважно, под каким кто знаком зодиака родился. Может быть, это вы и какая-то ситуация, ну, к примеру, даже из прошлого, да? А может и в настоящем, но она касается личной жизни. Или есть какой-то спор. Может быть, это двое находятся, вроде бы есть то, что соединяет, а есть и то, что разъединяет. Есть то, когда каждый думает как-то по-своему. И вам придется это сложить тоже в какой-то красивый узор, иными словами, каким-то образом договориться. Хотя вполне вероятно, это будет как совет, мои дорогие, уточнить, как в отношении вас работает закон, или получить консультацию юриста, адвоката. Но опять же, рациональная карта. Вам нужно сделать что-то, чтобы вы тут не думали. Но шаги-то, они как будто выверенные. До мелочей. Что еще, чего вы не видите? Да у вас как новый этап жизни начинается, мои дорогие скорпионы. Правда, сглупить нельзя, но и отказаться-то тоже. И кто-то из вас может задуматься о поездке, или впервые вы задумаетесь, а не переехать ли мне вообще куда-то. Потому что по нулевому аркану именно перемещение, путешествия, мои дорогие, или, знаете, как новая какая-то возможность. И я не исключаю для кого-то из вас возможность через работу, кстати. Мы хотим видеть мир по этой карте. Мы хотим в принципе, нового качества жизни. И тут какая-то перезагрузка. Может быть, вот как раз, если мы говорили, ну, как прежние отношения, которые какое-то время складывались, может быть, даже была семья, но потом вы расстались. А вот основное что-то еще, как основные точки над «и», не расставлены. И кто-то будет обдумывать ту или иную конфигурацию именно для того, чтобы, ну, либо договориться, либо есть какой-то пункт, который вас может удерживать именно из отношений прошлых, а вам это нужно переложить в тот сегмент, который для вас более предпочтителен. Но это сделать, скорее всего, не так просто, поэтому вы будете думать, а как мне поступить? Вообще, карта Луна еще обозначает и эмпатию, и любовь, и наших близких. И я так надеюсь, мои дорогие, что для большинства из вас, и, кстати, планетарно это такой период и есть, это время быть счастливым, время любить и быть любимым. Но, может быть, так вот оно и происходит. Для вас что-то складывается в плюс, тогда с учетом всех карт, которые выпали, есть какие-то, ну, может быть, противодействующие силы или есть нерешенные вопросы, которые так или иначе все равно нужно привести к нулю, чтобы они вам не мешали жить. Вот у кого-то так. И сделать это очень красиво, вот так незаметно и по закону, ну и так, когда все вам не оказывают какого-то сопротивления. Что это еще? Ну, правда, у кого-то любовь. И в этой колоде карт руки влюбленных как будто перевязаны красной нитью. Правда, тут есть какие-то отношения, которые, ну, наверное, мы говорим по судьбе. Или словно благословляет сама Вселенная. Ничто не происходит просто так. И явно кто-то из вас может сомневаться. Или есть, вы можете так думать, у меня сейчас выбор. А ведь, по сути дела, выбора нет. И карта нам говорит, сепарация– это только иллюзия. И если у кого-то на самом деле, мои дорогие, именно вопрос вашего союза или продолжения отношений, или перевода отношений на новый уровень будет связаны именно с беременностью, я бы сказала, так это прямо как дар Божий. Вот у кого-то ведь, пусть у единиц, но у кого-то именно так и может быть, потому что все-таки мы не должны от чего-то отказаться. Новый жизненный этап, мои дорогие. Ну, а если и есть какие-то темы, которые вам нужно в более понятную плоскость перевести, так у вас для этого тоже есть возможности. Слушайте свою интуицию. Ну, правда, ну вот что тут скажешь. Десятка пентаклей. Любовь, семья, верность, теплый уютный дом, надежные отношения. Ну, может быть, и есть еще какие-то занозы, мне хочется сказать. А может быть, это вы, мои дорогие, вот как эта медуза Горгона, да, которая должна себя теперь уже научиться без мифа сохранять.
Это вы будете оберегать свою семью, своего любимого человека, свои намерения и цели. Вы поставите перед собой такую задачу: мне никто не должен помешать. И вот на любые помехи вы будете, как вот эта верховная жрица, и найдете 1001 способ, чтобы отказаться от того, что пытается нарушить, а то и разрушить вашу жизнь или то, что вам дорого. Вот эта карта уже итоговая. Вы знаете, вот на самом деле тут не только планеты, а у вас есть все основания быть счастливым, любимым. Ну, еще и десятка пентаклей говорит о финансовой состоятельности. Ладно, давайте мы с вами, а что же будет потом, узнаем, что будет дальше или для чего все это было нужно, к чему все идет. Для скорпионов в ноябре. Это как жизнь на период до и после делится. Да, тут действительно может быть такая перезагрузка с одной новости, какой-то информации, просто у каждого своя. Но это период, когда до и после. И есть еще те моменты, которые, ну, предстоит либо согласовать, либо довести до ума, или закончить какое-то дело, да, или какую-то правильную вот эту тропиночку проложить. Двое несут арбузы. С одной стороны, десятка жезлов – это много работы, есть какая-то усталость, но если чаще в колодах мы слышим, как делегируют свои какие-то обязанности, может быть, и у вас где-то это тоже граничит. Не брать на себя ту ответственность, которую должен выполнить тот и другой. Иными словами, себя не завалить какой-то работой рутинной, которая вам-то не принесет ничего. И, может быть, отчасти каких-то задач, куда вас пытаются втянуть, вы тоже будете отказываться. Но самое главное, почему? А вот эти арбузы, которые в корзинах несут двое, своя ноша не тянет. В этот период есть что-то очень важное лично для вас, и это предстоит донести до дома как будто. Все силы туда направить. Да, это точно, мы тут спасаем себя и свое добро. По семерке жезлов, правда, будьте готовы к тому, что с вами могут спорить. Вам могут давать 1000 каких-то ненужных советов. Если вы приняли решение, держитесь крепко, мои дорогие. О, будьте императорами, правда. С одной стороны, нам снова говорят, посмотрите, у вас 2 карты власти. Власти в том плане, что это всегда какая-то система, система иерархии. Может быть, это когда мы должны сделать что-то по закону, оформить по закону документ, когда, в принципе, есть смысл, если вы отвечаете за коллектив или за какой-то отдел службы, перепроверить, где там стоят ваши подписи, какие-то отчеты, может быть, да. У вас не должно быть белых пятен. Вы должны все контролировать. Это правда. Нам с первых карт где-то об этом говорили. Причем это не тот такой жесткий контроль, но это очень внимательный контроль. Когда мышь не проскользнет, хочется сказать. И вот, видимо, мелочей у вас нет. Тут из чего-то малого может потом всплывать что-то более крупное. Поэтому нельзя упустить из виду. Но и император, может быть, это вы ответственность на себя берете, и у кого-то личная история. Может быть, это вы в вашей паре начнете думать о переезде, или когда вы вообще какую-то задумку. Кто-то может задуматься о семейном бизнесе. Почему нет? Ну, пусть, понятно, не все, но ведь для вас, посмотрите, какие перспективы. Время вашей силы, мои дорогие скорпионы. И планетарно это так. Но есть, видимо, или совпадают еще темы и вопросы, когда вам придется именно, вот я так вижу, учитывать некоторые мнения вокруг или какую-то сложившуюся обстановку и сделать так, чтобы она вам не помешала быть счастливым, любимым, мои дорогие, держать все под контролем, воплотить свою мечту в жизнь, да, не просто, чтобы она осталась в дальнем углу стола, как идея такая радостная, но которая до бесконечности ждет своего часа. Туз жезлов говорит о том, что у вас в ноябре, правда, какая-то перезагрузка. И жизнь словно может разделиться на период до и после. И стало быть, какие-то мудрые решения. Будьте мудрыми императорами. Потому что мудрый император, он поставил перед собой цель, но он понимает. Есть две ипостаси, на которые он не оказывает влияния. Первое – людское мнение.
Второе – обстоятельства. И поэтому он постоянно корректирует мелкие планы, чтобы главная цель была достигнута. Ну вот, наверное, как-то так. Потому как перспективы тут что-то только начинается, причем посмотрите начало. Начало, чтобы быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю за ваши искренние душевные комментарии. Благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.